I tried to blink, but I did. Good. One very nice thought that came to your mind today. Mine is a romantic thought that I didn't like Belgium until Isaac arrived. I have to be honest. It's a very beautiful thought. Very nice. Thank you for sharing it, Chiara. I've seen Louvain-la-Neuve, I've seen Louvain-la-Vieux, and now we've seen Brussels. And it's so nice to be exploring new cities, new kinds of city, and being able to appreciate it all with Chiara. And it's so nice to see you too. Yes, I missed it. that's very nice to see you. Do you, Giovanni, have a nice thought? I suppose I'm the one that has to say a funny comment. So I would say that this was a very, very nice afternoon. I haven't had many afternoons like this in Belgium, but I will definitely take this with me. And I'm also very happy because I own my fingers and I can eat all kinds of desserts. I think like a very good thought that I had was definitely the fact that even though I went to a country that is so foreign to me, I was still able to see people that I really appreciate. Всем привет, ребята! Сегодня уже 23 апреля. Только сейчас я монтирую этот влог моих первых недель в Брюсселе. Дело в том, что первые недели, да и последующие недели жизни здесь были очень хаотичные, насыщенные. Вдобавок я еще и заболела надолго. Но тем не менее монтирую этот влог и решила вам немножечко рассказать о том вообще, что происходит. Потому что кадры первых недель, они довольно-таки разрозненные. В Брюссель я приехала для стажировки, для прохождения стажировки в течение 4 месяцев. Стажировка у меня проходит в культурном центре, который помогает в адаптации в городе. В основном он работает с, как сам центр называет, новичками. Такой более нейтральный термин для мигрантов, может быть, беженцев или людей, которые переехали по работе, учебе или по каким-то семейным обстоятельствам. В общем, людям, которые в городе не так хорошо ориентируются. Но помогает эта организация не с точки зрения какой-то бюрократии, бумажек или документов, а с точки зрения такой социально-культурной. Например, я работаю в проекте, который в месяц предлагает на выбор 8-10 мероприятий, которые совершенно бесплатно желающие участники могут посетить. Они могут выбрать 2, посмотреть, например, какую-нибудь театральную постановку, оперу, может быть, это перформанс, а может быть, это какая-то галерея, куча всяких очень крутых мероприятий. Я и сама уже на парочку сходила. В общем, да, я работаю над этим проектом, помогаю с такой организационной точки зрения, там, например, бронировать билеты, записывать участников, делать афиши, но также провожу свой собственный ресерч, свои собственные исследования. Не знаю, что из этого выйдет, расскажу вам, наверное, попозже о нем подробнее. На самом деле, работы просто куча, и мне кажется, это еще во многом поэтому я заболела, потому что совершенно новый ритм для меня, такой рабочий, еще и в другой стране, на другом языке, и с климатом похуже, чем в Италии. Первую неделю в Брюсселе я жила в Airbnb, так как я не могла заехать в свое постоянное жилье. Оно было очень милое, уютное, недалеко от работы, но эта неделя просто прошла в бреду. Вторую неделю мне тоже пришлось искать жилье, но здесь уже получилось гораздо интереснее. Дело в том, что подруга моего друга тоже живет в Брюсселе, и на эту неделю она уезжала как раз в Таллин и смогла оставить мне целую комнату. И также в этой квартире еще жил сосед, с которым мы довольно-таки хорошо подружились. Эта неделя была такая очень домашняя, очень уютная, и мне кажется, за эту неделю я впервые почувствовала, что окей, не так уж здесь и плохо. Поэтому повествование начнется со второй недели. Вот, я очень амбициозно думала, что я вам засниму все, что со мной происходит, но этого не произошло. Также я еще хотела вам сказать, что на стажировке я особо не снимаю, потому что это довольно-таки деликатный вопрос съемки. Если я захочу снимать, нужно спрашивать людей их разрешения, хотят ли они поучаствовать в съемке, для чего вообще съемка происходит. Поэтому те кадры, которые у меня есть с стажировки, в основном они запечатляют кошек, которые живут у нас в офисе. Офис вообще очень классный, очень такой творческий тоже. Только жалко, там очень мало окон.
Всем привет! Я уже целую неделю в Брюсселе. Я уже 5 дней отходила на свою стажировку. Я уже успела пожить в Airbnb, переехать на квартиру подруги моего друга. И все это я вам, конечно же, не засняла. Но в свое оправдание скажу, что мне было очень тяжело, грустно, тревожно. И мне до сих пор грустно, тревожно, тяжело. Переезд оказался гораздо более насыщенным и испытывающим, чем я думала. Я очень скучаю по Италии, я скучаю по друзьям, я скучаю по дому, я скучаю по всему на свете. Но я надеюсь, что потихонечку я совсем разберусь. На улице дождь. Как обычно, кстати, здесь было довольно-таки много солнечных дней с того момента, как я приехала. Я докупила то, что мне нужно. Иду сейчас обратно, буду готовить и отдыхать. Я зашла, купила хлеба. Каким-то случайным образом я купила прям какой-то очень вкусный хлеб. То есть он мне очень нравится. Он выглядит вот так. Он очень мягкий и такой, как будто бы сырой. Надеюсь, он не засохнет через 3 секунды, но... Звезды падают тихо в волосы. Это ветер, ветер. Крутит с них на ногах папиросы. Синий камень вечер. Стелит волосы красные огни твоих глаз. Дыши, считай. Раз, тихо, 2, дальше. Собака, прикиньте. Раз, тихо, 2, дальше 3. Раз, тихо, 2, дальше 3. Раз, тихо, 2. Еще один пришел. В общем, сегодня я сделала довольно-таки много. И вдобавок я пролила кофе на свой ноутбук. Вот такой вот денечек. Как я уже рассказывала, вторая неделя выдалась поприятнее, поуютнее, во многом потому, что в лице соседа у меня появился такой первый приятель в новом городе. Вместе с соседом мы часто ужинали, обедали, завтракали, смотрели фильмы. Также мы даже сходили на тусовку в такой клуб, где вообще была куча какой-то разной музыки. На другую неделю, но та же компания пригласила меня на выпуск Зина, такого небольшого журнала, который девчонки сделали всего лишь за месяц. На выпуске Зина тоже был концерт, тоже был суперский. Я познакомилась с новыми людьми, но все еще я очень стесняюсь, очень переживаю, когда дело доходит до новых знакомств. Мне все время кажется, что я что-то не то говорю, хотя люди все в Брюсселе на самом деле очень-очень добрые, очень приятные, поэтому бояться не стоит, но я продолжаю бояться. Вот, можете посмотреть, как все радостно и классно танцуют. В общем, да, мне понравилось. Всем привет! Я уже перебралась наконец-то на свое постоянное жилище. И там нет ни подушки, ни одеяла, ни вешалок. Я иду в Икею, благо она тут очень близко. Точнее, я доехала немножечко на метро, 3 остановки буквально. И потом я иду в Икею. Господи, люди здесь стесняюсь. Я сейчас поняла, что я могу тут поесть. Блин, я такая голодная, я только завтракала. Красота.
Капец, доехала я обратно наконец-то. Сейчас я просто все оставлю в доме, а потом мне нужно будет пойти за продуктами, потому что еды у меня тоже нет. Вообще район очень приятный, такой более жилой. Ой, смотрите, там что, магнолия или что это? Ничего не видно. Вот такое что-то. Короче, дети там играют, орут. Семейный райончик. Я уже не могу, я сегодня день какой-то вообще просто супер насыщенный. Ну ладно, зато у меня будет свое место. И вообще, наконец-то. Проехала 3 остановки на автобусе, чтобы доехать до Карфура. И мне кажется, чем глубже я заезжаю вот в этот район, в котором я теперь живу, называется Андерлехт, я еще не говорила, мне кажется, нигде, тем больше мне это напоминает какой-то спальный район в Петербурге. Сейчас покажу, например. Кажется ли вам это очень похоже на какую-то постсоветскую застройку? И вот этот дом, посмотрите. Ребят, блин, 50 евро отдала за продукты, это ужас какой-то. Я сегодня просто миллиард рублей потратила. Итак, я в своей комнате. Я уже встретилась со своими соседями, со всеми. Подушка моя вот такая. Жду, когда расправится. Ой, что-то не знаю, ребят. Одеяло. Это стоило всего лишь 1,5 евро. И это на вот эту несчастную лампу. Вешалки. Ладно, я подумаю, если это можно как-то по-другому закрепить, я подумаю. Такую штучку для хранения, для уборки. Стоит всего евро. Для зубной щетки, для всего остального. Плед для уборки. Пахучие штуки. Ребят, всем снова здравствуйте. Я поняла, что влог заканчивается на том, что я обустраиваю свою комнату, но я вам ее особо не показываю. Поэтому сейчас небольшой тур по комнате. Юху, let's go. Я живу на 3-м этаже. Мы посчитали с Франческой недавно. 70 ступенек мне каждый раз нужно пройти от кухни до верху. Кухня у нас на -1 этаже. Здесь мои кроксики я оставляю. И вот это вы видите, когда заходите в комнату. Здесь вот так спрятана моя личная раковина. Так вот могу посушить здесь свое полотенце. Вот такое у меня зеркало. Здесь такой прикол я с работы унесла. И вот это тоже у меня картинка такая приятная. Здесь всякие мои средства. И немножечко всяких штук для уборки. Справа от входной двери тут такие 2 массивных крючка, на которых висят мои рейнчи. И здесь можно нажать кнопочку выключатель. Ванная, точнее душ. Туалет. Делю я это все с своим соседом, которого здесь вообще почти не бывает. Мне кажется, за месяц моей жизни здесь он был тут всего лишь неделю, потом все время куда-то уезжает. Очень хорошо, я устроилась. Здесь такая этажерочка со всякими бьюти-продуктами и в большинстве своем медикаментами. Мой любимый плакат из Неаполя и 2 моих шарфика. Мой цветочек, который я недавно купила. Всякая дребедень, потому что на самом деле места для хранения мало. Вот такие у меня полочки. Сначала всякая ерунда, потом одежда. Еще одежда. Блин, что так мало выглядит? Здесь плакат, который я привезла из Мюнхена. Это мне моя гель сделала. Здесь моя кровать. Она на самом деле не супер удобная, но чем богаты. Я на самом деле уже очень давно мечтаю о двуместной кровати, но мне кажется, это в моей жизни, я не знаю, когда произойдет. У меня всю жизнь была только одноместная кровать. Здесь всякие картинки. Такое окошко. Из него вообще просто видно Парнас или, не знаю, проспект Просвещения, если смотреть просто прямо. А сбоку очень даже приятный такой вид. Окно немножко плохо закрывается. Самое мое любимое место — это стол. Тут у меня тоже куча вообще всего.
Я недавно купила такой небольшой постер со своей любимейшей картиной. Радиатор такой греется, мусорный пакет мой. Inception, делаем влог прямо сейчас. Вот такая вот у меня комната. Она не очень большая, но довольно-таки уютная. В общем, это был такой небольшой экскурс в мою новую бельгийскую жизнь, в мою такую главу. Не знаю, будет ли она длинной или короткой. Может быть, это повесть, а может быть, это роман. Но посмотрим, увидим. Надеюсь, что я не буду больше так пропадать. Может быть, в ближайшее время я сниму неделю из жизни или день из жизни хотя бы, потому что, видит Бог, очень плохо я снимаю в последнее время. Спасибо, что вы посмотрели. Спасибо, что вы интересуетесь. Всех очень люблю и всем пока!